Итак, спустя 4 месяца после выхода основного расследования нужно в первую очередь подытожить, чего мы добились. Репутация клана СТРБ пострадала, но клан еще существует. Ру-сообщество все так же возглавляют читеры и покрывающие читеров игроки, и сам сервер цветет и пахнет. Всего лишь парочка несчастных игроков, которые засветились не только в моем ролике, но и были пойманы с читами на других серверах, получили геймбан. А также именно те, кто получил его, почему-то отправились в бан на Ру-сообществе по причине игра с читером. Хотя по этим пунктам должен был отлететь ковш и поладмин состава. В общем, ролик глобально ни на что не повлиял. Отношение к СТРБ и Ру-сообществу в целом осталось прежнее, поэтому эта вторая часть, надеюсь, все исправит. Дело в том, что у меня давно уже копились материалы от разных игроков клана СТРБ и из админки Ру-сообщества, неплохо дополняющие мою первую часть. Но этих материалов будто было бы слишком мало для полноценного ролика. Но тут мне написал один из офицеров клана СТРБ с предложением слить всю внутреннюю информацию из клана и рассказать историю как есть. Да, мне и раньше кидали инфу из закрытых чатов СТРБ, но это был первый случай, когда игрок с таким высоким доступом информации из клана мне что-либо предоставлял. И, как оказалось, сделано это далеко не просто так. Кстати, вот и наш герой, Якорь. Иронично, но именно с ним я снимал ранее рекламу СТРБ. А теперь мы вместе с ним буквально закапываем его бывший клан в могилу. Расскажи, как это все происходило, ведь ты, как я понял, находился в Дискорде с ковшом и ЦМкой во время игры на Госбэе, которая стала по итогу отправной точкой всей истории. Да, использовался конфиг со стороны CM-ки, и параллельно с этим с ними играл также Ковш, офицер СТРБ, который также является администратором на сервере Ру-сообщества. И он просто увидел, что администрация за ними наблюдает в лице шиншиллы. А он предупредил, он сказал: ребята, играйте осторожней, за вами наблюдает шиншилла. Вот они, когда на фазе подготовки начали, зная, что за ними наблюдают, предупреждены об этом были, они начали кричать: шиншилла, привет, 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 привет. Вот, и так спалились, а потом уже спалились с конфигом. Да, читов там в результате как бы не было, это был конфиг. Что ж, по всей видимости, я действительно был неправ, и CM-ка не использовал читы. Он использовал так называемый конфиг, который вы можете наблюдать на экране прямо сейчас. За такую мелочь, безусловно, не стоило банить честного и порядочного игрока. А я напоминаю, что Зомби, реальный глава клана СТРБ в сквад-сегменте, был категорически против бана. А также и пол-админ состава Ру-сообщества выступали за то, чтобы его оставить безнаказанным. И да, как вы поняли, я получил доступ даже к тому самому конфигу, которым пользовался CM-ка. Об этом конфиге, как и о многих других, да, их около десятка, знала вся верхушка СТРБ. У них были правила на распространение конфигов, на их использование на пабликах и на турнирах, и куча предосторожностей, которые, видимо, настолько плохо соблюдались, что привели по итогу к первому расследованию. Да, это было и есть 3 основных типа конфига, даже 4. Первый — это на оптимизацию, который просто не убирает растительность, он может повышать яркость. Без травы он полностью просто убирает траву с земли. Травы нет, а деревья и кусты, они остаются. Также есть 3-й тип, это без деревьев и без травы. То есть он убирает абсолютно всю растительность на карте, ты ее просто не видишь. Она у тебя иногда прорисовывается, иногда нет. Вот, это 3 основных типа, и есть 4-й, он был сделан специально для турниров. Турнирный мод, он запрещает менять некоторые строчки в именно конфиге игры. Вот. А все остальные строчки он менять не запрещает. Поэтому можно сделать конфиг специально, который подходит для турниров. Возможно, некоторые функции в нем не будут работать, но общая настройка, какие-то общий посыл конфига вот этого, он работать будет. С этим конфигом можно было заходить на тренировочные сервера, на которых проходили игры, или на какие-то просто игры, компет и англоговорящие, и которые проводились у нас в Ру-сообществе. За палево или неодобренное использование конфигов было предусмотрено, вы не поверите, наказание в виде выговора на первые 2 случая. Потом какие-то санкции уже и на 4-е нарушение кик из клана. Видимо, руководствуясь этой надежной, как швейцарские часы системы безопасности, обнаглевший CM-ка на паблике на пару с модератором Ковшом гасит другого модератора, то есть меня, через кусты, дымы и деревья. И ведь с ними в Дискорде в отряде сидел Ковш, который сам был модератором, и мог хотя бы предупредить, сказать им не читерить так палевно, когда на сервере куча админов. Но в СТРБ кого попало не набирают, видимо. Что же, по вашему мнению, нужно сделать звездному составу читерастов, услышав, что за ними летает модератор, после того, как они активно абузили читы? Правильно, поздороваться с невидимой камерой и выйти из игры. Честно говоря, если бы CM-ка так нагло не поздоровался бы с камерой, я бы даже не пошел, наверное, смотреть реплей изначальной игры. Ведь именно его общение с админ-камерой
дало мне полную уверенность в том, что ЦМК играл с читами. Это же верх идиотизма использования читов. СТРБшники, возможно, входят в топ самых тупых читеров в истории. Не только потому, что они настолько нагло и примитивно пользовались своими преимуществами, но еще и потому, что они даже не смогли придумать внятных оправданий и какой-то единой теории, объясняющей все происходящее. То, что человек использует говно на паблике, и это нужно банить, были согласны все. Было только обсуждение, и дальнейшее, блядь, еще где-то недели полторы, то, что это не чит, а это конфиг. Зомби был согласен, то, что нужно банить. Да, и реально? Да. Серьезно? 12 seconds later. Что Он был против выдавания бана по причине чит. Иногда разрешается играть против тех кланов на турнирах, когда мы знаем то, что люди сами играют с говном. Ты играешь в турниры, на которых люди даже на официальных турнирах крупных играют с конфигами, потому что, еще раз, на них есть моды, опять же, которые блокируют конфиги. Есть турниры, на которых эти моды не используются, и когда тебя хуярят, блядь, через всю листву, блядь, очень проблематично. Вурда невольно подтверждает наличие конфигов и их использование админами ру-сообщества и членами СТРБ. Что более интересно, он также проговорился о том, что решения по модерации сервера принимают члены СТРБ в своем клановом дискорде, а не в дискорде самого сервера. Видимо, там же они и распространяют свои конфиг-файлы на различные случаи. Блять, сейчас я даже попробую найти. Потому что это надо, кто мы. Ты говоришь мы за 30 А человек я тебе могу сказать СТРБшников, голосование. или Еще раз. за мы выше администрации. С самого начала обсуждения в офицерском составе. То есть офицеры, вот я сейчас смотрю, Межган был за бан симки, то есть мы... Было обсуждение, блядь, по этой хуйне, какого хуя происходит и почему так. Блять, Вурда, вы охуели совсем, что ли, нахуй? Какое нахуй обсуждение, блять, в админском составе, блять, вашего клана, если это идет вопрос по серверу? А всех, кто обсуждал это в самом клане или же задавал неудобные вопросы, просто банили и исключали из клана. Пересматривая же историю нашего админ-чата с полным пониманием того, что СТРБ изначально все знали и просто в наглую пытались прикрыть своего игрока, становится просто смешно от их попыток оправдать ЦМ-ку и скинуть все на невинные конфиги. Кстати, якобы этот самый конфиг показали и Сереге. У меня есть даже скриншоты с его закрытого стрима для самых доверенных админов, которым можно было показать читерский конфиг. Лайтовый конфиг, который скинул ЦМ-ка, как было подмечено админом конфиг-юзером, совсем не походит на то, что реально использовал ЦМ-ка. И эти скрины тому доказательства. Как мы видим, тут есть листва и какие-то намеки на траву. Дымы наверняка тоже прорисовываются. В общем, скинули Сереженьке левый конфиг, а он сидит и думает, после этого банить ЦМ-ку или нет. Кстати, создание неравных условий с привилегиями для определенных игроков или же своих друзей, то есть кумовство, это прямое нарушение лицензии ОВИ, не говоря уже даже о читах. Любопытно, прикроет ли сервер русского сообщества за то, что высший состав администрации покрывает свой любимый клан читерастов? Вопрос остается открытым. А когда я предлагал устроить аж дебаты по расследованию на сторонней площадке Пистона, Серега вообще заявил, что репутация сервера не пострадала и все нормально. Обсуждать нечего. Почему-то в эту историю решили не лезть другие кланы, крупные сервера и медиа-личности сквада. Пистон предложил лишь площадку для дебатов, а сам заявил, что не хочет лезть во всю эту ситуацию. Хотя СТРБшники у него же играли на турнире с читами. Разгребать этот кал у комьюнити нет желания, зато хавать кал от СТРБ конфиг-юзеров на паблике — это пожалуйста. Я бы на месте Пистона, как медиа-гигант, сквад-комьюнити постарался бы раздуть эту тему до резонанса. Сами же СТРБ после моего первого расследования рассылали кланам рассылку о том, что все неправда, игроки были кикнуты и забанены давным-давно. Что, кстати, очередная ложь от Стечкина, так как Иксаса на тот момент не забанили. Остальные попытки СТРБ сохранить свое лицо можно вырезать и нарезать еще аж на целый фильм. Про их жалкую попытку застрайкать мое первое видео из-за раскрытия каких-то конфиденциальных данных вообще смысла говорить нету. Никаких конфиденциальных данных в видео не было вообще. Сразу после разборков со мной в админ-чатах СТРБ изнутри в своих дискордах устроили настоящую травлю. Помимо оскорбления в мой адрес, у них также велась охота на меня, причем с призовыми. Ставки повышались. Условия розыгрыша были очень простые. Уничтожили 5 раз меня на технике с подтверждением от меня самого, либо же от модератора СТРБ. Самое забавное, что даже с поддержкой модераторов, которые могли сливать информацию своему клану, с использованием конфигов и мотивированные наградой, СТРБшники так и не смогли выполнить условия конкурса, и все призы в итоге разыграли через рандомайзер на реакции под сообщением.
Ну и, наверное, самое приятное. Даже когда, казалось бы, скандал утих, ситуация стабилизировалась, ущерб нанесен, но не критический, СТРБ вместо того, чтобы затаиться, решили дальше вставлять себе палки в колеса путем чистки всех, кто так или иначе был причастен к конфигам и читам. Причем уровень паранойи достигал таких масштабов, что даже за упоминание конфигов или же моих роликов или меня самого из СТРБ моментально исключали. Под такую бешеную чистку попал и Якорь. Его и его друзей мало того, что кикнули просто так в параноидальном угаре, так еще и кинули на деньги, которые он должен был получить за участие в турнирах от Зомби. Зомби, кстати, сейчас собирает клан Миксы, видимо, в надежде собрать новый компет-состав СТРБ с новыми конфигами. Проводятся какие-то ивенты, СТРБ имитирует признаки жизни, а вот тот же самый Зомби с компанией смотрит за демкой с конфигами на паблике. Надеюсь, что это видео наконец полностью разрушит секту верующих в невинность СТРБ, и это видео будет последним на эту тему. СТРБ — это до омерзения токсичное сборище ЧСВ лоу-скиллов, настолько слабо играющих, что даже с конфигами на читы не могут побеждать ни на пабликах, ни в турнирах. А их отбор, видимо, идет по отрицательному IQ, так как невозможно представить, что здравомыслящие люди будут активно и мега палевно пользоваться читами на паблике, палиться разговорами с администрацией, следящей за ними через камеру. Вместо признания вины за 2 игроками и их банами и исключением из клана, они уничтожили репутацию всего клана и своего любимого сервера. Вместо того, чтобы сохранить нормальные отношения с теми, кто знал про их тайны и был с ними в сговоре, они со всеми разосрались, кикнули и кинули на бабки. Этот клан по-настоящему радикально лишенных ума игроков, от верхушки и до низов. Все материалы видео тому подтверждение. Ну и самое сладкое напоследок. В комментариях к этому ролику вы сможете найти тот самый конфиг от СТРБ. Используйте его с умом. Как говорил модератор Focus.R, те, кто будут палиться, отлетят в бан. Причем, как показывает практика, с такими киберспортивными настройками игры можно получить и геймбан. Но для тех, кто хочет все-таки рискнуть и играть с этими конфигами на паблик-серверах, на свой страх и риск, я рекомендую вам сервер «Русское сообщество». Ведь именно там конфиг-юзеры, администраторы не забанят вас за какой-то маленький трикс для улучшения FPS. А на случай бана вступайте сразу в СТРБ по-быстренькому, конфиг даст вам доступ сразу в компет-состав. Течкин со своими соклановцами будет вас отмазывать от назойливых завистников без конфигов. Ну а если серьезно, то проблема с конфигами уже несколько лет минимум. Таких конфигов можно понаделать сотни, а то и тысячи. Эксплойт в виде блокнота, напрямую влияющий на прорисовку объектов в игре, должен быть пофикшен как можно скорее. Поэтому публикация этих, не постесняясь, читов в общий доступ радикальный, неприятный, но все же, скорее всего, самый действительный способ наконец-то избавиться от конфигов. Я призываю вас не использовать любые виды читов, где бы то ни было. СТРБ живой тому пример, что ни один чит не сможет исправить кривые руки. Так что совершенствуйтесь в игре через гайды, а с конфигами играйте только на Россообществе. А чтобы получить дополнительное удовольствие от попыток выгородиться и обмануть всех своими нелепыми оправданиями, посмотрите первую часть расследования снова. Спасибо за просмотр, с вами был Шиншилла, пока.